Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Coffee Talk, второй эпизод. Бейлис... А тут что-то вообще-то уже было или нет? Только Бейлис пришел, такой типа «Привет, здрасте». Я такая «Привет, до свидания». Не совсем. Что тут? Да, это мы читали. Все окей, Бейлис, привет. Ты так тихо зашел. Как поживаешь? Все хорошо. А вот тебя как будто что-то тревожит. Поделишься? С радостью. Я все думаю о скрытой стороне вещей, о том, как сильно наши представления о мире расходятся с реальностью. Все и все вокруг совсем не такие, какими кажутся. Забавно. Я как раз думала о том же по пути сюда. В эпоху, когда мы практически живем в соцсетях, создается впечатление, что личность можно охарактеризовать одним предложением или фотографией, но это не так. Не так-то просто кого-то по-настоящему узнать. Даже если этот кто-то ты сам. Особенно, если этот кто-то ты сам. Кажется, в этом наши мнения сходятся. Да. Я вообще много об этом размышляю в последнее время. Это как-то связано со свадьбой? Точно подмечено. Как с этим обстоят дела? Несколько дней назад мы решили устроить передышку и взять время на размышления. Это не предвещает добра. Нет, не пойми неправильно. Мы не расстались, ничего такого. Мы через столько прошли в наших отношениях, мы уверены. Не бывает, но бывает, что когда мы вместе, то нам тяжело оценить ситуацию в целом, понимаешь? Думаю, что понимаю. Поэтому мы решили дать друг другу немного пространства, чтобы понять, чего мы хотим от свадьбы. И что важнее от брака. Ясно. И как? Есть прогресс? Рассказать покороче или подлиннее? Я всегда не прочь послушать полную историю. Хорошо, тогда я тебе все расскажу. Сначала сделаю заказ. Конечно, что сделать? Даже не знаю. Что-нибудь согревающее. Что угодно, без разницы. Ладно, как насчет травяного чая с гибискусом или мотыльковым горошком? Да, почему бы нет? С молоком и медом, если не сложно. С молоком и медом. Вот, опять нормальный заказ, когда мне не надо сидеть и думать, что ж ты от меня хочешь, в конце-то концов. Латте влюбленность. Давайте арт нарисую еще даже. За то, как ты не сильно меня задрачиваешь. Вот тебе супер арт от супер меня. Оп, идеально. Сейчас я все испорчу. Сейчас я все порчу. Ёпрст, я все испортила. Ну, это, короче, сердечко, а в середине такой узорчик. Ладно, какая-то параша. Неважно. Извините, пожалуйста. Подать. Пожалуйста, держи. Надеюсь, понравится. Если не понравится, то это твои проблемы. Ну, вот что-то токсик, да? Что-то токсик сегодня. Латте влюбленность. Этот латте, украшенный кусочками розовых лепестков, будто глоток свежего воздуха, как на вкус, так и на вид. Окей, получилось все правильно. Бейлис. Коротко обо мне мы знаем, что я люблю. Панк, слушаю Pumpkin Spice и многое и с самого детства. Где я взяла и многое, непонятно, мы не узнаем. О моей жизни. Избегаю родственников, познаю жизнь шаг за шагом, когда-нибудь открою собственную выставку. Понимаю. Спасибо. Вкуснотища. Сразу воспоминания нахлынули. Знаешь, я больше не особо общаюсь со своей семьей. Да, жаль, что так вышло. Брось, я по ним практически не скучаю. По большому счету, это просто кучка людей, с которыми у меня не так уж много общего. Хорошо, что ты разобрался с этим, Бейлис. И я так считаю. Я скучаю только по одному члену семьи, причем уже довольно давно. Предположу, что потому, кто уже ушел из жизни. Опять в точку. Я очень любил прапрабабушку. Когда я был ребенком, родители постоянно ссорились. До сих пор помню, как это было ужасно. Мне было очень страшно, что они меня бросят вместе или по отдельности. Сегодня это кажется мне нелепым, но речь о довольно давних воспоминаниях. Родители много значат для детей, особенно когда дети маленькие. Это нормально? Вне зависимости от того, какие родители на самом деле или как они себя ведут. Да. Так вот. Почти все вечера я проводил у себя в комнате, свернувшись в клубок, пытаясь игнорировать крики за стеной. Но все было иначе, когда в гости приезжала бабушка. Ссоры, конечно, не прекращались, эльфийское высшее общество прекрасно умеет соблюдать приличия, но только не среди близких. Бабушка понимала мои переживания и всеми силами старалась смягчить ситуацию. Когда мы проводили вместе время, она приносила мне чашку травяного чая с медом и молоком. И когда я пью этот напиток здесь, с тобой,
то снова чувствую, будто нахожусь рядом с семьей. О, как мило. Похоже, она была очень проницательной. Да, она была лучше всех. А потом заболела. О нет, как так вышло? Мне казалось, эльфы не болеют. О, это все эльфийская пропаганда. Эльфы действительно не могут подцепить обычную простуду или грипп, но страшные серьезные болезни для нас так же опасны, как для остальных. Многие из нас от них умирают. Только вот в эльфийском обществе есть убеждение, если ведешь правильный образ жизни, то тебя ждет мирная смерть в собственной постели. Когда кто-нибудь умирает, обычно так и говорят. Из-за этого бывает, что семья делает вид, что все нормально до самого последнего момента. Так и произошло с бабушкой. Последние недели жизни ее практически держали под замком. Это какой-то кошмар. Мне удалось ее навестить, и она пыталась храбриться, но я видел, что ей плохо. Хотя она и до этого была не особо счастлива. По крайней мере, у нее был ты. Слабое утешение, но да, я рад, что мне удалось с ней побыть. Подумать только, я ведь мог застрять со своей семьей. Уверен, ей бы этого не хотелось. Частичка меня надеется, что она бы сейчас мной гордилась. Точно бы гордилась. Спасибо. Ну, вот опять меня занесло. Все нормально, но как думаешь, то, что ты вырос в атмосфере конфликта, повлияло на... имеет ли это отношение к тому, что вам с Луи бывает тяжело договориться? В какой-то степени, да. На самом деле. О, привет. О, приветик. О, приветик. Добрый вечер. Привет, Вэлори. И тебе привет. Кажется, мы раньше встречались. Меня зовут Сильвер. Бейлис, приятно познакомиться. А ты, наверное, Аманда? Да, но ты не часть нашего разума. Как ты? Лоя рассказала мне о том, как встретилась с вами где-то неделю назад. А, это та жительница Земли, с которой мы познакомились во время первого посещения кофейни. Приемлемое объяснение. Ты тот, с кем она ходит на свидание? У нас все немного серьезнее. Ей жених. Действительно? Возможность стать женихом после этапа свидания невероятно мала. Всего 0,013%. Поздравляем, ведь шансы были так малы. Спасибо. Итак, отпрыск кофейни. Мы хотим пить. Отпрыск кофейни? Как тебе достался такой титул? Понял, не будем об этом. Переведем тему. Аманда, ты собиралась сделать заказ? Да. Мы желаем незабываемо с вами проститься. У меня было предположение, что это рано или поздно произойдет. Теперь мы не скоро увидимся? Именно так. Получается, вы завершили свои исследования на Земле? Почти. Мы вполне удовлетворены результатами наших миссий. Любопытно. Кажется, вам есть что рассказать. Сначала поделитесь своими ожиданиями от напитка. Мы желаем попробовать то, чего еще никогда не пробовали. Тогда включу воображение. Да. Постарайтесь не использовать ингредиенты, которые нам уже знакомы. Это еще сиди, запоминай, что, из них кто когда пробовал, когда пил и что вообще там было. Я не грыбу, понимаешь? Я не знаю, я не помню, что ты там пробовала, что ты там не пробовала. Я тебе сейчас сделаю горячий шоколад. Нет, я не знаю, что я тебе сделаю, правда, без понятия. Зеленый чай, хочешь? Зеленый чай я тебе бахну, давай. С молоком. Давай зеленый чай с молоком. Ты не пила зеленый чай с молоком, я в этом уверен. Никто его не пил. Латте с зеленым чаем. Еще и арт тебе намалюю. Ну, как бы... я не знаю. Хоба. Блин, меня бесит то, что она сбросит. Что нужно прям хорошо вести, а иначе... Сбрось еще раз. Я хотела... Оп. Оп. Должно было быть. Что это за очко? Извините. Ради бога, простите, я не знаю, что со мной сегодня. Это должно было быть... Это должен был быть скафандр. О, боже. За что? О, господи, ладно. Обойдемся без скафандра. Знаешь, что я сделаю тебе сейчас? Блин, да перестань, пожалуйста, меня вот этим вот... Хорошо, если я вот прям аккуратно и осторожно вот так вот хоп-хоп-хоп-хоп. Ну и как же меня бесит, что оно вот этими вот штуками берется.
Это чашка кофе. Если вы не поняли. Вот. Это кофе на подносике. А это пар. Я считаю, что... Ну, пиздец. Готово, короче. Вот тебе, пожалуйста. Скажи мне, что тебе не нравится. Ей не нравится. Надеюсь, такого вкуса вы еще не пробовали. Так и есть. Этот напиток, по крайней мере, на 56,941% отличается от всего, что мы когда-либо пили. Мы, как сказали бы земляне, в восторге. О, ей понравилось, хорош. Согласно нашим расчетам, это наше 39,846 впечатление, ну вы поняли, впечатление с момента прибытия на Землю, 39 тысяч. Большая цифра. Возможно. Большая часть впечатлений были довольно незначительны. Что насчет этого? Оно входит в верхний процент. Это хорошо или плохо? Она имеет в виду, что это очень важное событие, да, Аманда? Абсолютно верно. Нам здесь понравилось, мы будем скучать. Это... Прошу прощения, что-то в глаз попало. О! Кстати говоря, агент вас больше не тревожил? О, мы едва не попали в беду. Дело в том, что у нас было небольшое недопонимание с властями. Да, Лея об этом упоминала. Агент очень ее разозлил, когда она пришла домой в тот вечер и отросло от гнева. Прошу, передай мою благодарность. Тот агент не бросил попыток что-нибудь выяснить даже после своего второго визита в кофейню. Тут-то нам и пригодилась твоя помощь. Моя помощь? Да, пропуск агента. Мы обратились за помощью к знакомому, чтобы он прогнал меня через разум, который вы называете компьютером. Когда мы раскрыли содержимое пропуска, то проанализировали язык, посредством которого она передает информацию. Оказалось, он состоит из довольно занятной смеси. На 60,0923% из синтаксиса и 39,9077% из математики. Мне впадло читать цифру полностью, поэтому извините. Затем мы подвергли его шифру полиномиальной атаке, построив шифротекст в виде... Суть в том, что Аманде удалось попасть в систему Федерального бюро. Она стерла все упоминания о нас и СИП. И затем агент получил приказ срочно отправиться в Европу. Пока он занимается этим, он наверняка успеет о нас забыть. О, потрясающе. Да, здорово. Мы воспользовались коллективными знаниями, так что это не составило нам труда. Даже если так, все равно отлично сработано, Аманда. Нам приятно. Аманда потрясающая. Но не будем забывать, кто изначально передал нам этот пропуск. Без тебя ничего бы не вышло, спасибо. Приятно слышать. Здорово, что у вас все хорошо. Да, мы об этом довольно долго размышляли. О, ачивка. Пришли к выводу, что от подобных острых ощущений лучше отказаться, они вызывают у родича грусть. Похоже, вы теперь гораздо лучше понимаете эмоции, Аманда. Спасибо, отпрыск. Мы счастливы, если это действительно так. Значит, наша миссия действительно выполнена. Вы прибыли, чтобы научиться чувствовать эмоции землян? Нет, мы прибыли с целью общего изучения землян, но теперь мы считаем, что эмоции – один из наиболее любопытных аспектов местных жителей. Мы собираемся опубликовать, если использовать ваши термины, научную статью. Неконтролируемые стимулы, рефлексивные нейронные паттерны, глубокоуровневая коммуникация в рамках коллективного одиночного сознания. Ого. Сразу понятно, что исследование серьезное. Я даже название не понял. Аманда всегда отличалась своим незаурядным умом. Но, Аманда, ведь у вас была всего одна миссия. Если вы нас покидаете, значит... Да. Мы с Перл сходили на свидание. Ты же пытаешься найти любовь, да? Да, пытался, думаю. Думаю, я ее нашел. Погоди, первое свидание ведь прошло совсем недавно? Всего пару дней назад. Я давно этого ждал, кажется, в этот раз вы сошлись. Когда коллективный разум поручил мне эту миссию, когда я прибыл на Землю, и пока... Я все это время беспрестанно менялся. Я надеялся, что кто-нибудь видит меня таким, какой я есть. И у меня есть ощущение, что она меня видит. Это замечательно. Но мне интересно, когда ты был частью коллективного разума, то разве не чувствовал себя увиденным? И да, и нет. На самом деле мы надеемся, что сможем это изменить с помощью исследований. В коллективном разуме мы откровенно делимся мыслями и желаниями, но не можем объяснить причины наших желаний, то есть эмоций. Мы не зацикливаемся на них и не собираемся делать этого в избытке, но теперь нам кажется, что делиться ими важно, в определенной степени. Да, Аманда частично ответила на вопрос. Когда я прибыл на Землю, то не осознавал, что испытываю эмоции, и мне не удалось их выражать. В некотором смысле это до сих пор моя слабость. Мне всегда будет сложнее понимать свои эмоции, чем большинству людей. Но когда я все же приехал
пришел к их пониманию, меня охватил страх и восхищение, что, думаю, не редкость. Ты прав. Для того, чтобы честно взглянуть на свои эмоции, нужно немало смелости. И это требует времени. А еще больше времени необходимо, чтобы найти того, кто согласится взглянуть на них вместе с тобой. При этом не испугается, примет их такими, какие они есть. Тяжело найти того, кто будет смотреть на тебя с ясностью и добротой. Надо ценить, когда такое случается, верно? Это прекрасно, это большая редкость. У тебя с Луи именно так? О, да, я почти забыл, насколько это важно. Мне повезло, что у меня есть верные друзья, которые напоминают мне о столь важных вещах. Получается, вы с Луи разобрались со своей ситуацией? О, все, не могу больше молчать. Извиняюсь, что прерываю вашу прощальную речь, ребят, но... Вэлори, хочу официально пригласить тебя на небольшой праздник, который пройдет через 3 дня. О, значит, разобрались. Ага. Время порознь пошло нам на пользу. Мы увязли в мелочах и, если честно, собственных сомнениях и переживаниях. Так что мы решили все упростить. Никакой суеты, никаких заоблачных трат, ничего такого. Только мы, самые близкие члены семьи, некоторые из которых достались нам от рождения, некоторых мы выбрали сами. Мне так приятно, Бейлис. Они... Ой, блин, это так мило, капец. Ой, да брось. Ты знаешь, как мы ценим тебя, эту кофейню. Кстати говоря, у меня приглашение для Хайда с собой. Особое приглашение для кое-кого особенного. Хайд. Точнее, приглашение для Хайда и Галлы. Очевидно, с кем придет Хайд. Передашь им при встрече? Что за честь? Сильвер и Аманда, для вас у меня распечатанного приглашения нет, но вы тоже входите в кофейную семью, так что, уверен, Луя будет вам рада. Не хотите присоединиться к нашему особому вечеру? Особому вечеру? Нас еще ни разу не приглашали на особый вечер. Это на 99,999% приятно. И на 0,001% печально, потому что нам придется отказаться. Да, огромное спасибо за приглашение, Бейлис. Но, к сожалению, завтра мы покидаем Сиэтл. Правда? Мне казалось, вы останетесь здесь на подольше. Но, Аманда, вы собираетесь обратно в космос? Пока нет. Сначала мы отправимся в путешествие. Прекрасный план. Да, мы с Амандой решили поездить по стране. Если у нас останется время, может быть, на одной стране мы не остановимся. В общем, мы хотим побыть туристами. Туризм – любопытнейшая концепция. Родич много раз объяснял ее нам, но нам по-прежнему тяжело ее понять. Мы всегда рассматривали путешествие как необходимый шаг к достижению цели, но, похоже, в рамках туризма путешествие – это сама цель, что, по сути, является круговым рассуждением. Может быть, но путешествовать все равно очень весело. Путешествовать все равно очень весело. И это как-то странно сказала. Мне кажется, поэтому люди тратят на это время. В путешествии можно повеселиться, расслабиться, увидеть много красивого. В этом состоит наслаждение жизнью. Наслаждение как цель. Для нас это в новинку, но мы на 99,999% хотим это испытать. Как и я. С прибытия еще ни разу не выезжал из Сиэтла. Думаю, переживал, что буду выделяться. А что придется начинать все сначала. Но, Вэлори, зная, что ты здесь, и мне всегда будет куда вернуться, почувствовать себя дома, эта мысль меня успокаивает. Мне очень приятно это слышать. Что вы на меня так смотрите все? Ну давайте сфоткаю, что ли. Что такое? Что за троеточие? Думаю, самое время сделать заказ. Конечно, что тебе приготовить? Я бы хотел попробовать напиток, который отразил бы дух нашего предстоящего приключения. Что-нибудь сладкое и расслабляющее. Значит, сладкое, расслабляющее, но при этом напоминающее о приключениях. Да, в точку. Насчет чашки горячего шоколада с какой-нибудь интересной добавкой. О, прекрасная идея. Горячий сладкий шоколад с пряными нотками – это то, что надо. Шоколад с пряными нотками. Пряная нотка – это кто? Шоколад корица не подходит. Вылей. Вылей. Можно 2 шоколада? Шоколад. Шоколад, корица. Тоже не подходит. Вылей. Значит, 1 шоколад. Пряные нотки, но это вообще-то у нас как корица и что? Пряные нотки. Имбирь. Шоколад, корица, имбирь не подходит тебе. Ты, ляд, чё меня задрачиваешь? Расслабляющее. Расслабляющее. С пряными нотками.
Горячий, сладкий. А, подожди. Сбросить. Сладкий шоколад это либо мед, либо молоко. Я думаю, мед и, возможно, корица. Нет, нет, почему? Stop it. А если корица? Нет. А корица и мед тоже нет? Ну, типа, если мед, корица. Если корица, мед. Ой, ну это прям жестко. Нет, наверное, это не то. Молоко. Вы молоко? Нет, сбрось. Сбрось еще раз, сбрось. Я не знаю. Мед, молоко? О! На, я не знаю, то это или не то, но мне все равно. Попробуй только сказать, что это не совсем то. Но ничего страшного, я так рад, что едва могу сосредоточиться на вкусе. Могу себе представить. Путешествие по стране – это большое дело. Да, но это не единственная причина моей радости. Угу. Довольно драматичная пауза. Теперь мне терпится узнать, что ты скажешь. Не терпится. У вас, ребят, такая захватывающая жизнь. О, вовсе нет, мне кажется, я довольно скучный. Да, ведь ты всего-то глава тайного сообщества инопланетного происхождения. Некоторые мои жизненные обстоятельства и правда весьма необычные, но то, чему я радуюсь, встречается довольно часто. Я влюбился. Родич рад, что к нам присоединится девушка, с которой он ходил на свидание, и мы должны признать, что, возможно, слишком строго судили ее асимметричность лица, хотя левая сторона лица Перл отличается от правой на 9%, 9,231%. Мы согласны с ее анализом кино на 99,999%. Ого. Секундочку. Аманда, вы встречались с Перл и обсуждали кино, и она поедет с вами в путешествие? Как это произошло? Вчера мы вместе смотрели орочьи вестерны, Перл они тоже нравятся. Не слышу в твоем голосе энтузиазма. Мне, к счастью, ей нравятся оперы о космических путешествиях. Понятно. Вы учитесь идти на компромиссы. Похоже на то. Приятно слышать, что она познакомилась с Амандой, что они поладили. Она знает, откуда ты, Сильвер? Знает. На самом деле, я рассказала ей на первом же свидании. Ого, смелый поступок. Открываться другому человеку всегда тяжело. Но доверяться тому, кого только встретил, тому, кто начинает тебе нравиться, это требует смелости. Спасибо за добрые слова, но все произошло немного иначе. Честно говоря, я вовсе не планировал сразу все и рассказывать, хотя здесь я всегда чувствовал себя в безопасности. Я знаю, что не все люди с пониманием относятся к таким, как я. Так что я не был уверен, что расскажу что-нибудь подобное Перл в тот вечер. Но когда мы разговорились, мне было приятно ее слушать, узнавать ее ближе, и я понял, что не хочу, чтобы у нее оставалось обо мне ложное впечатление. Там было не оставалось, а состоялось. Составилось. Мое прошлое – это часть меня. Если я хочу найти человека, который увидит меня таким, какой я есть, тогда ей нужно знать это и мое прошлое. Оказалось, я принял верное решение. Знаешь, если бы она узнала твою историю и после этого изменила бы свое мнение о тебе, тогда ты бы понял, что она не стоит твоего времени. Пожалуй, да. И все же, я тобой восхищаюсь. Дело в том, что и это может прозвучать немного странно, но я горжусь тем, кем я стал. Я хочу, чтобы мои близкие тоже мной гордились. Что значит гордиться? Гордиться. Когда гордишься собой, это значит, что твои достижения приносят тебе удовлетворение, особенно когда в них пришлось вложить много сил. Когда гордишься другими, значит, что ты думаешь о том, кто тебе не безразличен. Какой это человек, как он себя ведет, и эти мысли приносят тебе радость. Понятно. Мы определенно гордимся тобой. У вас такая славная семья. Как и у тебя с Луи, Бейлис. Это правда. Семьи, которые мы выбираем для себя сами, обычно классные.
Да, когда мы познакомились с Перл, то пришли к выводу, глубина отношений в семье, в которой суждено было родиться, и семье, приобретенной и осознанно, может быть абсолютно одинакова. В обоих случаях требуется прилагать усилия и пытаться понять друг друга. В процессе возможно возникновение незначительных различий. Но в итоге связи схожи на 99-999%. Так и есть. О. Ну, нам пора идти. Да, нам еще предстоит собрать вещи. Впервые слышу, что кто-то с такой радостью это предвкушает. Аманда не упомянула, что собирать вещи предстоит мне. Она же будет анализировать местный ритуал по складыванию рубашек, поиску носков и прочего. Именно. Мы намерены продолжать собирать данные для нашего исследования, и это весьма волнительно. Удачи, Сильвер. Она нам понадобится. Веселого вам путешествия. Надеюсь, ты подробно расскажешь нам о нем, когда вернешься. Договорились. Доброй ночи вам. Да, давайте, до свидания. Ты что-то хочешь сказать? Асталависта, пришельцы, что? Это из урочих вестернов. Пока-пока. У тебя тут не соскучишься. Стараюсь поддерживать атмосферу. Кстати говоря, вы бы не хотели провести здесь вечеринку после свадьбы? Знаю, тут не слишком просторно, но... Хотели бы мы? Да, это наша мечта. Честно говоря, мы не хотели навязываться, но лучше места не придумаешь. Мне без разницы, что само посещение не очень большое. Посещение? Помещение. Помещение, да. Почему? Почему я еще не умею говорить? Свадьба у нас будет скромная и уютная, так что это идеальный вариант. Тогда решено. Луя будет в восторге, когда я ей об этом расскажу. Знаешь, я прямо сейчас пойду поговорю с ней. Захватывающая перспектива. А то. Спасибо еще раз. Ты наш ангел-хранитель. Наша. Ну все, я пошел. Да, пока. Ну, счастья, здоровья получается, всего хорошего. Скорее, отряд. Отряд ангел-хранителей. Доброй ночи, Беллис. Королевский покой для тех, кто хочет хорошенько выспаться. Что-то с молоком. И чем-то еще. Вообще-то надо заканчивать, но давайте, может быть, прочитаем вечернюю молву. Суббота, 30 сентября 2023. Бустерная вакцинация от вируса ZXX20 доступна для населения. Авария с участием нетрезвого водителя Некамими. Перевернулся грузовик с валерианой. НЛО, ранее замеченный Космической национальной гвардией, напоминал непреклонный воздушный шар. Что вот это вот такое? Она там сидит, и какого фига она там сидит? Ты привет. Ты привет, но нет, но не сейчас. Сейчас мы читаем. Джордж сказал жене, что не стоит бояться ошибок. Она сказала, что со мной никогда не бывает страшно. О, Рэйчел. Сегодня у меня не напряженный день, потому что нужно уметь к себе прислушиваться. Не забывайте иногда отдыхать. Лукас, спокойной ночи. Ладно. Вечернюю молву, прочитаем. И будем заканчивать. Ого, а тут длинное что-то. Окей, если вам не интересно это читать, то, в принципе, на этом будет конец. Из чего бы ни были сделаны уши? Прекрасно, просто прекрасно. Я не ожидала увидеть его здесь, в кофейне на углу большого города, в моем убежище. Я думала, что после расставания это место превратится для него в очередное воспоминание, запертое где-то подальше, навсегда забытое. Он меня еще не заметил, я убедила себя, что это хорошо. Сегодня на работе был такой завал, что лишние переживания мне точно ни к чему. Я всего-то хотела выпить чашку кофе, закончить проект, ну и прочитать главу моей потрепанной копии «Грозового перевала». Может, пойти куда-нибудь еще? Нет, эта кофейня моя. Я первая его сюда привела. Так что уйти должен он. Ведь именно он ушел от меня, уверенно уходить его любимое занятие. Да пошло оно к черту. Что мне нужно, так это горькость кофе, а не история о прошедшей любви. О, моя любимая посетительница, чего желаете сегодня отведать, мэм? Мне чашку капучино и поменьше неловкого флирта. Лира улыбнулась своей фирменной хитрой улыбкой, и ее пальцы станцевали на кассе, пока она вбивала мой заказ. Кто-то сегодня встал не с той ноги? Я-то думала, что неловкий флирт – это основная причина, по которой ты еще ко мне заходишь. У Лиры всегда приподнятое настроение, она и правда была одной из причин, по которой я сюда возвращалась. Но ей нельзя было об этом знать, иначе она бы мне вечно это припоминала.
Симпатичная бариста отсыпала кофе, одновременно изучая мою беспокойную мину. «Слушай, у тебя с ним тут встреча? Он уже давно пришел». Пока она утрамбовывала кофе в портфильтре, я пыталась собраться с мыслями. «Нет, я не ожидала его тут увидеть, мы не особо общаемся». «Прогнать его? Я ведь могу, ты только скажи». «Нет, все нормально, но мне нравится Лира в режиме заботы, включай ее почаще. Приятно, когда ты за меня переживаешь». «Очень остроумно. Нервы? Наверное. Но откуда им взяться? Мы расстались, точка». «Удачи, детка». Лира одарила меня еще одной искренней улыбкой, я отошла от стойки и села за стол. Попивая капучино, я переключила внимание между ноутбуком и декором кофейни. Грозовой перевал лежал на столе, закладка торчала у самого корешка книги. Помнишь, как он прочитал ее за ночь, чтобы потом обсудить с тобой сюжет? Неожиданная мысль. Наконец он подошел к моему столу. «Не занято?» Вот что он, спросив, положил ладонь на спинку стула напротив. Я 2 секунды смотрела ему в глаза, а затем пожала плечами. «Ну так, как дела?» Прежде чем задать мне этот вопрос, он немного помолчал. «Лучше не придумаешь. Дел не в проворот». Я уставилась в экран, главное не смотреть на него. Не смотреть. Это на тебя похоже. Ну, извини, что пытаюсь выжить в этом мире. Уверена, что мой угрюмый ответ застал его врасплох. Я и видеться-то с ним не хотела, пусть уходит. Извини, что взял и нагрянул в твое убежище, я просто хотела узнать, как ты. Убедиться, что ты в порядке. Конечно же, он знал, что эта кофейня мое убежище, и всегда была для него открытой книгой. Всегда. Ну, дела у меня не хуже, чем у любого другого офисного планктона с разбитым сердцем, так что с задачей ты справился, молодец, красавчик. Черт, старая привычка. Ты по-прежнему на меня злишься. Не вопрос, полноценное утверждение. Знаешь, раньше злилась, но бывают в жизни огорчения. Может, нам просто не суждено было быть вместе, вот и все. Я как-то жила раньше без тебя, так что и дальше проживу. Опять молчание. Мы молча смотрели друг на друга. Извини, дела по работе, мне срочно нужно отвлечься. Я взяла себя в руки, постаралась придать своему взгляду как можно больше равнодушия. Я не собиралась показывать ему, как больно он меня ранил. Эта девушка планировала захватить мир, и в ее планы однозначно не входила история про разбитое сердце. Знаешь, думаю, нам все-таки было суждено быть вместе, просто не слишком долго. Я довольно неплохо понимала, что он чувствует по одним только глазам. Раньше для меня не было глаз роднее, тогда же передо мной были глаза незнакомца. «Любишь ты красивые слова?» Мне стало гадко. Что еще я могла ему ответить? Не знаю, злилась ли я. Может, нужно было накричать на него и побежать на улицу. Грустила ли я? Может, я надеялась, что мы сможем открыть эту уже закрытую главу? Не знаю, но ощущения были не из приятных. Он посмотрел на грозовой перевал. Из чего бы ни были сделаны души, наши с тобой одинаковые. Наверное, нам стоило знать, что в этом нет ничего хорошего, совсем как в книге. Я не сдержала улыбки, хоть она и вышла печальной. Конечно, отчасти я надеялась, что мы сможем заново построить сожженные мосты. Как здорово было бы, если бы он снова жил со мной в мире еще. Столько мест, где мы не были. Ну, эта история подошла к концу, зачем тебе об этом думать? Она завершена, ты ведь этого и хочешь, да? Он сказал эти слова и замолчал. Я чувствовала на себе взгляд незнакомца. Да, история закончилась, но это была лучшая история в моей жизни, понимаешь? Конечно, понимаю. Я ответила немногословно, потому что чувствовала, что вот-вот расплачусь. Какая ужасная ситуация, разве мы предполагали, что нас это ждет, когда пообещали друг другу быть вместе? Из чего бы ни были сделаны души, наши с его одинаковые. Мы ведь клялись друг другу не причинять боль, разве нет? Это грустно. Sad story. Ну что я могу сказать? Просто sad story. Давайте на этом тогда заканчивать. Спасибо вам, девчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.